Сейчас выделяют три волны исследований маскулинности. Первая волна началась вот в 70-е, 80-е годы, и она была похожа на те аргументы, которые феминистки применяли к положению женщин. Говорилось о том, что мужская роль – это тоже навязанная роль, что патриархат на самом деле – это палка о двух концах, что мужчины испытывают социальное давление, им часто приходится выполнять те обязанности, соответствовать тем требованиям, которые совсем не соответствуют им желаниям. Эта волна маскулинности связана прежде всего с критикой тех социальных институтов и тех культурных требований, которые заставляют мужчин выстраивать свое поведение в соответствии с ними, а не в соответствии с своими личными интересами и пристрастиями. Вторая волна исследования маскулинности более критична по отношению к маскулинности. Она делает акцент на связь маскулинности с властью. С этой волной изучения маскулинности связано важное для социологии понятие «гегемонная маскулинность». Понятие гегемонии взято здесь из марксистской теории. Гегемонная маскулинность – это маскулинность наиболее успешных мужчин, обладающих ресурсами и культурным влиянием. Гегемонная маскулинность нужна для того, чтобы все остальные формы маскулинности как бы равнялись на нее и сравнивали себя с ней. Не бывает никакого равенства среди маскулинности. Маскулинность всегда иерархична. Но любая форма маскулинности всегда подразумевает собой неравенство с женщинами, отрицание женских качеств. При этом между собой разные формы маскулинности могут находиться в состоянии жестокой конкуренции. Здесь для того, чтобы быть успешным мужчиной, для того, чтобы обладать гегемонной маскулинностью, конечно, важно обладать какими-то ресурсами. Представитель гегемонной маскулинности всегда успешен, уверен в себе, надежен. Но конкретные требования к гегемонной маскулинности меняются в разные исторические эпохи, в разные периоды. Традиционно такими наиболее успешными мужчинами, наиболее влиятельными мужчинами были представители каких-либо военизированных структур, мужчина с ружьем, воин, защитник, представитель силовой маскулинности. Но в конце XX века ситуация стала меняться, и гораздо больший престиж в развитых странах имеет сейчас экспертная маскулинность. То есть маскулинность людей, которые обладают знаниями, которые могут руководить какими-то процессами, которые что-то изобретают. Мало кто знает сейчас имена каких-либо военачальников, но вот имена Илона Маска и Марка Цукерберга известны во всем мире. Это те самые люди, которым завидуют, которым стараются подражать. Это яркий образец экспертной маскулинности. В России в этом смысле есть своя специфика, здесь силовая маскулинность еще достаточно популярна, но вот эти модели маскулинности, они находятся в непростых отношениях с собой. Это тоже отношения своего рода конкуренции. Третья волна маскулинности изучает в основном, как с помощью идеологии и культуры создается маскулинная идентичность, изучает опыт мужской жизни. И вот эти исследования показывают, что самое главное для маскулинности, для мужчины, который хочет подтвердить свою маскулинность, это быть принятым в сообщество других мужчин. Другие мужчины – это есть именно та инстанция, которая оценивает маскулинную состоятельность каждого конкретного мужчины. Причем просто так войти в это сообщество нельзя. Нужно это доказать, и потом нужно доказывать это постоянно. Поэтому для мужчин так важно доказательство своей успешности, будь то богатство, статус, обладание какими-то престижными предметами потребления, самая большая выловленная рыба, самая красивая женщина рядом. Поэтому есть такое понятие трофейный брак, как правило, это не первый брак, когда мужчина может себе позволить иметь рядом с собой в качестве спутницы какую-то очень красивую, эффектную женщину. Весь этот маскулинный спектакль направлен именно на сообщество других мужчин, как на зрителей. При этом человек, который играет этот спектакль, всегда немножко боится разоблачения, потому что ни один человек не может быть всегда успешен и обладать этими качествами в полной мере. Из-за этого маскулинность означает постоянную тревожность. Майкл Киммель, описывая современную американскую маскулинность, он назвал ее рыночную маскулинность, для которой характерны агрессия, тревожность и конкуренция. Но ничего специфически американского у него нет. Это тот образец маскулинности, который обязательно сейчас для всех мужчин, живущих в обществах рыночной экономики и участвующих в рыночных экономических отношениях. Таким образом, маскулинность, доказательства своей маскулинности всегда проблематичны. Традиционная мужская роль – быть защитником и кормильцем семьи. Но редко кому приходится защищать свою семью или, скажем, свою подругу в буквальном смысле. А кормить свою семью можно на очень разном уровне. Таким образом, все мужчины находятся в состоянии конкуренции, и хотя мужчины как группа обладают в обществе властью и привилегиями, многие конкретные мужчины совершенно не чувствуют себя
таковыми. Их индивидуальный опыт этому противоречит, потому что всегда есть мужчины более успешные, и всегда они чувствуют это напряжение. Поэтому многие мужчины находятся в состоянии постоянного стресса. Это выражается в демографической статистике. Мужчины живут в среднем меньше, чем женщины. В России разница в дожитии мужчин и женщин очень большая – 11 лет. Мужчины в 3 раза чаще, чем женщины, кончают жизнь самоубийством. Психологи говорят, что это происходит потому, что любая неудача воспринимается как символическое унижение. Но ведь ни один человек не может быть всегда удачлив и всегда успешен. Мужчины жалуются на свое безвластное положение, и часто приводится такая метафора, что мужчина – это на самом деле шофер. Есть иллюзия контроля, есть иллюзия того, что он ведет куда-то свою машину, но на самом деле он выполняет чужие указания и кого-то везет. Но если додумать эту метафору, то кого же он везет и чьи указания он выполняет? Если это не профессиональный таксист, которому данная метафора неприменима, то, скорее всего, его пассажиром, указывающим, куда ехать, просто будет другой мужчина, более влиятельный и более успешный. Это положение мужчин вызывает у них все больше тревоги, все больше критики, но меньшинство из них критикует при этом саму социальную конструкцию, из-за которой они оказываются в таком положении. Очень часто гнев их бывает направлен, наоборот, на женщин, которые тоже критикуют эти социальные отношения, но которые говорят об их привилегиях. Те привилегии, которые мужчины все-таки обладают, как группа, они при этом обычно не замечают. Но на самом деле они по-прежнему обладают неплохими ресурсами, получают то, что называется патриархатными дивидендами. Они получают более высокие зарплаты, они обладают большим уровнем материального благосостояния. Это подтверждается статистически. Они обладают большей властью. Достаточно посмотреть на составы любых властных органов, любых властных инстанций, и увидите, что там находятся преимущественно мужчины. Они могут выбирать более молодых партнерш. Они могут контролировать труд и сексуальность других людей. Расставаться с этими дивидендами мужчины, как правило, не хотят, но хотели бы избавиться от побочными эффектами, которые порождают для них ситуацию стресса и неуверенности в себе.